Hello. Thank you. Ого. С премиальной картой MasterCard мой уикенд всегда на высшем уровне. Все, стоп. Всем привет, с вами снова Орел и Решка, и мы с Настей, прекрасная Анастасия в белых кроссах, в черной футболке и с неплохой такой харизмой прилетели. Куда? В Оахаку мы прилетели. В Наши Оахаку. мексиканские каникулы продолжаются, друзья. Здесь нас ждут интереснейшие приключения, древнейшие цивилизации, Ой, класс. вкуснейшая еда, Ой, умопомрачительная природа и, И как правило- облом. Почему облом? Яркое солнце. Подожди, яркое солнце, облом же будет все равно у того, кто будет 100 баксов. Это как ну. без этого никуда. Поэтому Орел, Решка. привет, оахакчане. Оахаковцы. Поздравляю вас, оахаковцы! На одно оахаковца или на одну оахавчанку стало больше. Ну, я просто уйду. Настя, ну прости, ну извини, ну бывает, это жизнь. Так, а перепрыгнул ли я кусты? Давай. А перепрыгнул! Ну ты ж козел. Ох ты, елки-палки! Фантастическая природа. И древние цивилизации. Удивительная кухня. И вековые традиции. Добро пожаловать в Оахаку. Самый колоритный город Мексики. Итак, ребятушки, у меня местных 1750 песо. Говорят, что город здесь бюджетный, и передвигаться можно смело на такси. Это я и сделаю. Обожаю, когда так. Здравствуйте. I needed taxi to the center city. От аэропорта до города всего 8 километров. Это обойдется мне в $4,5. А вот и моя таксишечка. Как симпатично. Слушайте, выглядит супер. Классная, новая, светлая, чистенькая машинка. Здравствуйте. Не моя. Как оказалось, в таксопарке аэропорта есть как легковушки, так и микроавтобусы. И если повезет, то можно доехать до города на бусике совсем без попутчиков. Окей. Ну, хорошо. Слушайте, ну это какой-то прям супер-супер экономный город, представляете? Целый автобус для меня, новейший, чистейший, уникальнейший, дешевейший. Оахаку называют душой Мексики. Ну, раз мы здесь, тогда и передвигаться тут нужно на соответствующей машине, на такой же харизматичной, как и этот городок. Та-дам! Hablan de falsas pasiones. Volkswagen Жук, или как его называют в Мексике, Вочо. Эта машинка здесь стала популярной 70 лет назад, когда Volkswagen открыл в Мексике свой завод. С тех пор на Жуках стали ездить абсолютно все. Таксисты, врачи, полицейские и даже пожарные. Сейчас Вочо уже не выпускают, поэтому местные всячески пытаются продлить жизнь своим любимцам. Делают яркую раскраску. Устанавливают движки от Porsche. Обтягивают салон кожей и сдают туристам за $400 в сутки. Мой железный конь. Ну как конь? Пони. Я не про вас. Я про машину. Можно? Ага. Ух ты! Ох, елки-палки, я слишком стар для таких тачек. Let's go. Но есть у этой машинки и минусы. Во-первых, размер. Вот эта машина, мне кажется, идеально подходит для маленьких мексиканцев. Таксисты в свое время даже убирали задние сиденья и двигали передние, чтобы было удобнее ездить туристам, которые сюда приезжают. Второй минус.
низкая посадка. Вот сейчас посмотрите, как мы переезжаем лежачий полицейский. Оп, черканули дно, поехали дальше. И третий недостаток. Если раньше два жука могли спокойно разминуться на узенькой улочке, то сейчас с появлением современных машин Вочо уже не спасает от пробок. Есть одна легенда. Когда-то давно древнее божество Ивлей очень завидовал богатому парню, который мог рассекать на машинах. И она прокляла все это и прислала пробки. С тех пор тут так всегда. То, что вы попали в Мексику, видно сразу. Вы видели? Забор из кактусов, ребят. Это было очень стильненько. Оахака – это невероятно яркий и колоритный город. Такое впечатление, что кто-то разлил над ним несколько тысяч банок с разноцветной краской. Слушайте, ну архитектура у города очень простая. Абсолютно одноэтажный, максимум 2 этажа. Достаточно уютно и мило. Хочется прогуляться, это факт. Если вы хотите увидеть стеклянные рестораны, кафешки, ночные клубы, все современное, то собирайте вещи и не приезжайте сюда, потому что здесь этого всего не увидите. Но это не значит, что здесь плохо. Нет, абсолютно. Здесь все по-другому просто. Здесь все аутентичненько, красивенько, симпатичненько. Когда-то это были земли местных индейцев, сапотеков. Но в отличие от большинства других индейских племен, они не вымерли, а подружились с испанскими завоевателями. Поэтому весь город — это смесь индейских традиций и испанской культуры. Мне определенно здесь нравится. Вот я смотрю по сторонам, так все здорово, здоровский городок. И я даже завидую немножко Насте, которая сейчас своими мощными волосатыми ногами ходит по этому прекрасному городку. Я бы сам сейчас походил, вот честно, без иронии сейчас, с рюкзаком, чтобы как можно детальнее рассмотреть все. Ой, это было просто великолепно. Спасибо, спасибо. 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 Главные достопримечательности Оахаки – это католические соборы времен конкистадоров. Их здесь около 10. Но всем туристам в первую очередь советуют посетить базилику Соледад. Этот собор – один из старейших в Мексике. Ему уже более 330 лет, а его фасад считают настоящим произведением искусства. Но главная особенность базилики Соледад находится внутри. Одна из главных интересностей этого собора – корона Девы Марии из настоящего золота весом в 1,5 килограмма. Была 40 лет назад, пока ее не украли. Сейчас, конечно, это муляж. Воров, к слову, до сих пор не нашли. Впрочем, есть в Оахаке еще один выдающийся собор – Санто-Доминго. Поговаривают, золото отсюда украсть потруднее, потому что воровать придется весь собор. Боже мой. Вот действительно, ребят, боже мой. Каждый метр усыпан золотом. И если оно действительно настоящее, ребята, я даже не представляю, не то чтобы даже сколько это стоит, это как? На отделку собора ушло 60 тысяч листов чистейшего 24-каратного золота. Невероятно! Такое количество храмов вызвано не только религиозностью местных, но и еще одной особенностью Оахаки – невыносимой жарой. Долгие годы именно соборы были единственным местом, где можно от нее скрыться. Несмотря на то, что город очарователен, солнце здесь просто не щадит. Ребят, лицо выжигает так,
что мне не описать словами. Поэтому, несмотря на экономию бюджета, проходи. Я все-таки возьму себе шляпу, потому что помимо того, что лицо выжигает, очень сильно печет голову. Оно? Не оно. Не то. Ну, как будто я ковбой на минималках. Ну что, оно берем или ковбой? Кто? Бедняков? Я прям чувствую себя на все 100. Окей. Что ж, теперь мое лицо защищено от преждевременного старения и яростных солнечных лучей. А теперь в бой. Кроме испанского наследия, в Оахаке есть и более древние достопримечательности. Я приехал в древний город Сапотеков. Называется он Митла. Переводится как «город мертвых». Интригует. Этот город появился на карте более 2500 лет назад и представляет собой огромное помещение с десятками гробниц, что делает Митлу одним из первых склепов на континенте. Ах ты, елки-палки. Не знаю, о чем думали те люди, когда строили вход в эти гробницы, но явно не о туристах, которые через пару тысяч лет придут сюда, как в музей, и будут на все это смотреть. Ну что, давайте оглядимся. Каждый склеп был не только усыпальницей, но и местом для проведения всяких магических ритуалов. Письменность, да, вот видите, их сохранилась. Как все классно доделали. Тонко, аккуратно. Сейчас далеко не всегда сможешь найти такого прораба и рабочих, которые вот так все аккуратненько, тоненько, равномерно сделают. А люди еще в те времена своими руками так делали. Если бы еще знать, что оно все означает. У сапотеков было своеобразное отношение к смерти. И даже поговаривают, что они могли наперед знать, когда умрут. А все дело в том, что вот эти колонны, они якобы предсказывают смерть. Ну, такая себе мексиканская кукушка. Для того, чтобы узнать, сколько тебе осталось жить, нужно обнять колонну. И если колонна начинает двигаться, то тогда все, пиши пропало. Завещание, звони юристам, говори, что мне осталось недолго. А если она не двигается, тогда как бы шансы есть. Ну, не обязательно, чтобы она двигалась. Насколько я понимаю, нужно ощутить вибрации. Блин, я слышу, что-то двинулось. А, это сообщение мне просто. Фух. Ой, все нормально. Познакомиться с цивилизацией сапотеков в Оахаке может даже бюджетный турист. Друзья, я приехала в самую настоящую столицу, которой более 2500 лет. Столицу цивилизации сапотеков. И сейчас мы вместе с вами по ней пройдемся. Монте-Альбан – это едва ли не первый город на территории современной Мексики. Процветал он более 1000 лет, а жили здесь до 20 тысяч человек. И по тогдашним меркам Монте-Альбан считался настоящим мегаполисом со всеми атрибутами, присущими большому городу. Это центральная площадь города. Именно здесь проходили все самые главные гуляния. Праздники, ярмарки. В общем, все развлечения на те времена. А вот городской стадион. 2000 лет назад футбольное поле у сапотеков выглядело вот так. И вкладывали они в футбол тоже божественный смысл. Мяч у них был как символ солнца. И, значит, когда они играли, совершали тоже некий ритуал для того, чтобы была хорошая погода, солнышко, плодородие. В общем, чтобы все было чики-пуки. Надеюсь, наши футболисты тоже, когда играют, вкладывают в это особый смысл. И это является таким неким ритуалом. Есть в Монте-Альбане и религиозные сооружения. Главное достояние этого мегаполиса – это пирамиды. Здесь их 25. И каждая пирамида предназначена определенному богу. То есть как? Раньше поднимались на вершину, возводили руки к небу и просили что-то у этого бога. Если бы я жила в те времена, у меня бы обязательно была бы пирамида интернета. Я бы поднималась и говорила: «О, интернет-бог, лайков мне, до репостов, до просмотров, до комментариев побольше».
Но главная загадка Монте-Альбано – галерея танцоров. Здесь собраны руины, камни или, не знаю, бывшие стены, на которых изображены персонажи, танцующие, такие всякие разные, которые что-то изображают. Эти рисунки были сделаны 500 лет до нашей эры. Сейчас уже никто не может, к сожалению, расшифровать, что они конкретно значат, но однозначно это огромная ценность. И, представляете, они существовали даже раньше, чем сам этот город. Ребят, могу сказать, что я недооценивала это место. Здесь невероятно красиво. Но я подумала, видела я эти руины сотни раз. Эти цивилизации, эти пирамиды, но эти не сравнятся ни с какой до этого. В общем, восторг. Ребят, один сплошной восторг. Древние руины — это, конечно, интересно, но я решил познакомиться с запотеками лично. Я приехал в деревушку Теотитлан-дель-Вале, а здесь для того, чтобы посмотреть, как живут современные запотеки. На сегодняшний день на территории Мексики их проживает 500 000. При этом все они сохранили свою идентичность, и многие из них не знают ни испанского, ни английского языков, а продолжают говорить на родном, запотекском, а на жизнь зарабатывают шитьем. Главное ремесло запотеков, как и 2500 лет назад. Они шили тогда, продолжают это делать и сейчас. Сейчас они делают сумки, одежду, но главное – это ковры, которыми они очень-очень гордятся. Поэтому с удовольствием показывают свое производство каждому туристу. Висят нитки шерстяные, разноцветные. Это мне напоминает, как в Китае, когда есть магазин, опускаешься вниз, и там сидят китайцы пуховики шьют. Тут то же самое, только наоборот, вверху. Крутяк! Все ковры, как и много лет назад, делаются вручную и только из природных материалов. Вот, например, краска. Получают ее так: вешают листья кактуса и ждут, пока в них заведутся жуки – кошенили. После чего достают их и просто давят. Мои руки полностью в крови. Вот тебе и красная краска. А дальше уже из крови жука делают красители других цветов. Вау! Я прям чувствую себя на уроке химии, реально. Был белый жук изначально. Она его лопнула, он стал красным, цвет превратился. Потом капнула лайм, уже у нас оранжевый, когда размешаешь. Когда нужный цвет выведен, нитки красят в огромной кастрюле. Green! И вот после того, как нити покрасили и высушили, ковер начинают ткать. Так он все быстро делает, смотрите, вот так пальцами понимает, сколько ниток надо. Очень все так у него на автоматизме. Вот тебе и робот. Но и это еще не все. Ковры запотеков – это не просто элемент декора. Видите, вот все это в символах запотеков. Каждый символ что-то обозначает. Star. The night Ага. and the day. And day. Do you have something for wellness or for rich? Something for money? Yes. Так, чтоб я повесил на стену и бабло ко мне вот так вот бежало, баблишка. Вот видите, запотеки написали: смотрите «Орел и решка», Ивлеева, Бедняков, не пропускайте ни одной серии. Это не я вам говорю, это запотеки еще написали в те времена. А там еще что написано внизу? Бедняков лучше. Так, поняла, что здесь? Gracias. You're welcome. Фильм «Кавказская пленница» смотрели? Вот здесь тот мужичок, который ткал ковры. Он попросил меня так перевести его через границу. Все, идем, тихо, никого. Нагуляв себе аппетит, я решила перекусить в ресторане «Ля Ола». А что, бюджет позволяет. Прекрасно. Целая терраса для меня. Вид, погода, солнышко. Идеально.
С мексиканской кухней я уже знакома вдоль и поперек. А вот оахакские блюда я ни разу не пробовала. Я считаю, что это немедленно нужно исправить. Я заказала себе главное блюдо оахакской кухни – моле негро, которое досталось местным еще от испанцев. Это куриное филе под темно-коричневым соусом с кусочками сушеного ананаса. Gracias. Оахакское блюдо требует, чтобы его попробовали. Не смею задерживать. Какая же дрянь. Это невкусно. От слова совсем. Соус, друзья, чтобы вы понимали, он сделан из какао-бобов. Я знала, на что шла. Мне было очень любопытно попробовать, что же это за блюдо курица с шоколадом, да? Но, друзья, бобы эти шоколадные очень горькие и очень острые. И курица здесь не чувствуется совершенно, потому что этот соус съедает все напрочь. И обидно, что уж даже курочку отсюда особо не повыковыриваешь, потому что соусом залито буквально все. Но, благо, есть рис. Безусловно, у этого блюда существует легенда. Как же иначе? Поговаривают, что монашки ждали к себе в гости важную шишку. Надо же было чем-то кормить эту шишку. Соответственно, они приготовили курицу и решили сделать к ней соус. И в этот соус добавили все, что было на кухне. Все шло в ход. Ну, по вкусу, в принципе, это вот и напоминает как раз-таки все, что было, то и положили, намешали и к столу подали. Я-то думала, сейчас приду, объемся шоколада. Мол, для программы. Ну, грех не попробовать. Я-то вообще худею. А в программе, знаете, ну, если надо есть шоколад, я буду есть шоколад. А ты смотри, судьба какая. Если запотеки смогли сохранить свой язык и свою культуру, то, мне кажется, они уж точно сохранили свою кухню. Сейчас проверим. В деревушке Теотитлан-дель-Вале есть ресторан Тламанали. В свое время газета The New York Times включила его в список 10 лучших ресторанов mira. И все благодаря вот этой женщине. Bienvenido. Ah, yo soy bienvenido. Это Абигейл Мендоза, шеф-повар и собственница этого ресторана. Она самый настоящий запотек. В ресторане вместе со своими сестрами подает блюдо, которое готовит по древним рецептам своих предков. И таких блюд не встретишь ни в одном другом ресторане. Сама Абигейл Мендоза в свои 58 лет не замужем, ни разу не была, у нее нет детей. Объясню, почему она так решила. Это ее осознанное решение. Просто она захотела всю свою жизнь посвятить кулинарии и прославлению своих предков. Это ее выбор. Абигейл с сестрами приготовили мне 2 традиционных запотекских блюда. Первое – сопа де флёр де калабаса. В переводе «тыквенный суп». Кроме самой тыквы, сюда входит кукуруза, перец, листья мексиканского чая и, главное, тыквенные цветы. Он не совсем жидкий. Вот я сейчас опустил ложку. Выглядит как кисель сейчас. Сейчас я буду пробовать. Видите, здесь очень много зелени. Очень интересный суп. При том, что я особо не любитель всех этих овощных супов, там, без мяса. Ну, за исключением минестроне. Ну, и то он делается там на бульоне, на мясном. Здесь вообще мяса нет, и мне нравится. Это, правда, вкусно. Конечно, это непривычно. То, что он не совсем жидкий. Вот реально, как вот кисель. Ну, это так классно, вот эти вот зелень. Залетает вообще на отлично. Потому что я не сильно голодный, просто он очень вкусный. Второе блюдо – сегеза де пойо. Это курица под соусом по древнему запотекскому рецепту. Пробуем. Ух, такой кусок курицы отрезал. Правда, курица домашняя. Домашнюю курицу сразу чувствуешь, когда курица не прикормлена всем вот этим. Знаете, бройлеры вот эти больше, чем наш режиссер ходит. Пу-пу-пу-пу-пу. Она маленькая, вкусная, сочная. Такая мягкая. Ну тут вареная курица. А что я как европеец ем? Вилкой, ложкой.
Мне ж принесли. Сейчас я вам покажу, как правильно нужно это все есть. Но перед этим один кусочек курочки еще очень вкусно. Сейчас покажу. Тортилья. Хорошая. Смотрите. Ароматная. Какая сочная. О. По сути, конечно, это кусок отварной курицы. Большой. Но вот этот вот соус из кукурузы и томатов, которым это все поливается, добавляет вот этой курице очень классный эффект у нее получается. Она мягкая, сочная, необычная, безвкусная эта вареная курица, которую мы там привыкли есть. Класс. Бомба. Ну что, ваш внучок плотненько так перекусил. И я даже не знаю, что меня впечатляет здесь больше. Вкус этих блюд или то, что этим рецептом более 1500 лет. Это же здорово. Мне так понравилось здесь, у меня такое хорошее настроение, что прям хочется пойти лично поблагодарить. Тем более не часто есть такая возможность. А тут, вот, пожалуйста. Muchas gracias. Was very tasty. И поступлю как со своей бабушкой. Ya otra vez. Так, кто там следующая? Поскольку в этом городе все довольно-таки бюджетненько, я смогла себе позволить не койку какую-то там дешевенькую, а целый номер. Вот так-то. Вот в этом самом хостеле, да? Хостел Каса де Дон Пабло – один из старейших в Оахаке. Раньше этот дом принадлежал некому Дону Пабло. Он был каучсерфером и представлял свое жилье путешественникам. Его внуки решили продолжить это дело, трансформировав в бизнес. Одну из комнат переоборудовали в общую гостиную. Во дворике поставили столы и сделали там столовую. А остальные помещения переделали в номера для постояльцев. Какая прелесть! Саша, смотрите, какое-то все милое, розовое. Боже, это очаровательно. Это одна из самых очаровательных, дешевых комнат, вот в которых мне когда-либо приходилось оставаться. Большая двуспальная кровать, столик, зеркало, вентилятор, даже цветочки. Но самое главное – отдельный душ. Это прям не хостел, а настоящий отель. Ой, ну что ты знаешь? Хостел, ну хостел. Главное, Сань, знаешь, не это, хостел или отель. Главное, что у меня есть свой отдельный душ и унитаз. А это, я тебе скажу, ого-го. И я тебя туда не пущу. Настя, слушай, что ты знаешь про отели с историей? Я приехал селиться в лучшую гостиницу города – Quinta Real Оахака. 3 века назад это был католический монастырь. Но в 70-х годах прошлого века его переоборудовали под отель, сделав из настоящих келей монахов 94 номера, в одном из которых я и поселюсь. По сути, я сделал то, что хочу сделать всегда, когда читаю ваши комментарии, что я фу и вообще не смешной. Уйти в монастырь. Так. Так приятно пахнет. Столько дерева сразу, да, вот видно. Такой красивый, смотрите, резной шкаф. Очень красивое дерево. Мне нравится просто дерево. Балки какие наверху, ух тышка. Очень симпатично. Сам по себе номер состоит из нескольких маленьких комнатушек. Первая – скромная, но стильная спальня. Вторая комната – кабинет. Смотрите, какой симпатичный столик. Если бы у меня здесь были бы какие-то дела, я бы наверняка бы сел, что-то бы решал. Вот еще один шкаф. Очень мне нравится мебель. И, наконец, третья комната. Личная столовая. Классное место здесь. Птицы так поют. Такое ощущение, что ты в каком-то ботаническом саду себе снял номер. Стеклянный потолок. Я думаю, здесь под дождем вот здорово. Сидишь за столом. Да, но номер небольшой. Ну, в принципе, если честно, я не ожидал каких-то огромных, больших хоромов здесь. Опять-таки, отталкиваясь от того, что это бывший монастырь, и у монахов, ну, не могли быть огромные комнаты, если так логически подумать. Если сказать в целом, то номер достаточно уютный, очень симпатично. Я буду здесь спать.
Но если был бы маленький бассейн, было бы просто прекрасно. Большой плюс премиальной карты MasterCard в том, что после каждой оплаты автоматически начисляются бонусы. Их потом можно обменять в программе вознаграждений на какую-то классную вещь. Ну, прикольно. Gracias. Ну что, вот и настал ваш черед. Люди, которые ищут бутылку не ради жидкости внутри нее, а ради 100 баксов. Орел и решка прячет Франклина снова. За $100 в Оахаке езжайте к концертной площадке Аудиторио Гелагетца. На подходе к ней тропинка с желтыми перилами. Пройдя вверх, вы увидите несколько огромных камней. Под одним из них между двух деревьев и спрятана оахакская бутылка от орла и решки. Давайте быстрее, а то найдет ее богатый американский турист, засунет в нос и будет использовать не по назначению. You wanna lay me down and play around. I see you looking like my big daddy now. And you can rub it in between my cheeks. Oh. Слушай, ты маньяк. Хватит уже за ведущей охотиться. Ребятушки, спокойной ночи. Вы же понимаете, горячая вода сама себя, как говорится, не отработает, поэтому помоюсь еще часок, покупаюсь. А ты, Санечка, иди давай расстели, как обычно, себе ковер у двери, там, ну, знаешь, что делать. Ну, спокойной ночи. Всем спокойной ночи, ребята, да выделывался паренек. Все, не снимай. Доброе утро. Так, ну что, здесь я была. Здесь я тоже была. По улочкам вот этим ходила. Вот сюда надо бы сходить, может быть, сюда. Не теряем ни минуты, друзья. Врываемся в этот день. Кофейку бы еще. Buenos días! Позавтракав, я решила покинуть Оахаку и отправилась изучать окрестности города. С прекраснейшим настроением я приехала в деревушку, где готовят самый популярный в Мексике сыр. В Рейс-Этле живут всего 3000 человек. И вот что удивительно, практически все они занимаются сыроварением. Самый известный здешний сыр называется Оахака и считается местной достопримечательностью. Причем туристы могут не только его купить, но и поучаствовать в приготовлении. Hello! Сыроварение в Рейс-Этле – это семейный бизнес. А готовят здесь сыр так. Начинается все с домашнего молока. В каждом дворе обязательно есть свои коровы. После того, как молоко получено, его квасят в огромных бочках, пока оно не превратится в мягкую сырную массу. После этого сыр нужно расплавить. Сыр опускается в горячую воду, в кипяток, и превращается вот в такую вот однородную субстанцию, которую, собственно, мой друг разрезает острым ножом. И вот так вот мы проходимся по всей окружности этого сыра. Дальше сыр вытягивают в длинные ленточки и размягчают вручную. Какая она горячая. Очень сложно. Пусть кто-нибудь теперь скажет мне, что я плохая хозяйка. Я сыр своими руками могу сделать. Мексиканский, лучший в Мексике. Угу. Но и это еще не все. Дальше сыр солят и сворачивают в клубочки. Конечно. Вообще надо вспомнить просто технику наушников. Да? Так, вот так. Техника наушников не подошла. 5 минут мучений и... Супер, смотрите, вот это называется сыр Настюшки Ивлеевой. А теперь самое интересное. Дегустация.
Это лучший сыр в мире. Я официально заявляю, это не то чтобы самый лучший сыр в Мексике. Это самый лучший сыр в мире. А я была в Швейцарии, и вот все эти понты сыровые знаю и пробовала. Вот этот самый вкусный сыр на планете. И точка. Can I buy this for my friend present? Yeah. How much? 10 pesos. 10 песо. Ребят, это копейки. Окей. For me it's very good price. Excelente. Андрюша, своими ручками. И даже не отравленная. Возможно. А я с самого утра тоже решил подкрепиться, причем в одном из самых крутых ресторанов Оахаки. А знаменит он необычной подачей своих блюд. I would like to have something special. Okay. Yeah. Thank you. Gracias. Итак, на завтрак мне принесли Так, суп. Ух ты, можно посмотреть? Смотрите, видите? Суп это из морепродуктов. Ух тышка. Вот так вот это выглядит, то, что будет у меня внутри. Видите, креветки, осьминог, ракушечки, мидия, помидорчик нарезанный, острый перец зеленый и белая рыба. Чтобы суп стал супом, его прямо на моих глазах заливают теплым красным бульоном. А затем... Тихо. А что? Это нужно? У меня просто камень раскаленный бросает в тарелку. Обалдеть, оно все так шипит, брызгается. Оказывается, такой способ приготовления супа придумали еще индейские рыбаки. Пока они ловили рыбу, вулканические камни уже нагревались в костре. Затем их просто бросали в миску. Говорят, это намного быстрее, чем варить суп на огне. И действительно, несколько секунд, и мой суп готов. Да, хорошо, что камни забрали, потому что, как-то у меня исторически сложилось, я камни особо не перевариваю. Несколько раз их ел, и, мой желудок их не переваривает. Изначально я думал, что все это просто красивая подача, шоу для туристов. Что морепродукты уже наполовину проваренные, но нет, друзьяшки. Смотрите, рыба. Рыба-то изменила цвет, и сейчас она проварилась, она была сырая. То есть, благодаря тому, что залили бульоном, все содержимое внутри, бросили еще раскаленный камень, все эти продукты приготовились. Да, она очень разварилась, она прям тает во рту. Так все быстро, да, происходит? Класс. Класс. 10 из 10 суп, а ресторану за его подачу 100 из 10. Все. Теперь возвращаюсь домой и не буду больше варить суп. Я вообще его и раньше не варил. Жена варила, Настенька моя любимая. Но теперь я скажу, что не надо варить суп. Просто пускай будет все сырое. В камин бросаем камни, пускай они постоянно там раскаляются. Налили бульончик, бросили на пару секунд камень, и все, и суп готов. Надо приехать домой пособирать камни. Gracias. А я продолжаю изучать окрестности Оахаки и приехала в еще одно интересное место. Недалеко от Оахаки находится деревушка, где делают вот такие вот чудные игрушки, которые называются алибрихи. Их сейчас я и пойду смотреть. Алибрихи – это причудливые фигурки мифических животных, раскрашенные во всевозможные яркие цвета. Чудо-птицы, жабки-гуманоиды, какие-то сумасшедшие зайчата и фантастические ящерицы. Эти фигурки давно стали символом Мексики, наравне с кактусами и сомбреро. Здесь, правда, огромное количество игрушек, и нет похожих друг на друга, они все разные. Это уникально, цвета уникальны, работа уникальна. Это просто невероятнейшая работа, ребят. Я не знаю, сколько это все делалось, но вот это, чтобы вы понимали, золото. То есть это не краска, а прям вот настоящие золотые листочки. Невероятно. А началась культура алибрихи 84 года назад. Как-то местный художник Педро Линдарес заболел лихорадкой, и его начали преследовать галлюцинации, в которых он видел дивных несуществующих животных. Придя в себя, художник решил воплотить увиденное в деревянных фигурках. Мексиканцам они настолько пришлись по душе, что очень быстро стали национальным достоянием. В деревушке Сан-Мартин-Тилькахете почувствовать себя художником с галлюцинациями может любой турист. Причем абсолютно бесплатно. Мне сделали примерный трафарет такой, мне нужно нарисовать второй глазик, да, и
Еще пару кружочков. Ну, я думаю, что я справлюсь. Наверное. Она делает это так легко. Я кисточку не держала лет 100, наверное, с уроков ИЗО еще, со школы. Ну, Саша, ну как не горбься? Я же кропотливый художник. Ты видел хотя бы, как Ван Гог работает хоть раз? Я тоже не видела. Но, говорят, очень старался. Миллиметражничал. Ты думаешь, он сидел спинкой ровно? Нет, конечно. 15 минут работы и вуаля. Ну, мои рукотворные творения, конечно, ни с чем не сравнятся. Я думаю, что на этом пора остановиться, пока я тут всю игрушку не попортила. Вот посмотрите, я в жизни такое не разрисую. Просто добрый вечер. Настюхин креатив и креатив моего учителя. Ну, практически один в один. Thank you very much. А я погнала дальше. С позором. Кроме рукотворных достопримечательностей, Оахака славится своей природой. Живописные долины, покрытые непроходимыми лесами, и величественные холмы, утопающие в облаках. Но главная изюминка этого калейдоскопа красот — вот, водопад Ирве-эль-Агуа. Фантастика, да? Как настоящий водопад выглядит. Только вот то, чтобы вы понимали, не вода. Это горная порода. То есть это, получается, каменный водопад. Вся эта красота — самые обычные сталактиты. Возникли они благодаря минеральным источникам, которые на протяжении миллионов лет по капле создавали этот природный шедевр. Поэтому приезжают сюда не только красотами любоваться. Люди сюда приезжают для того, чтобы в них покупаться. Но мы сюда приехали не купаться, а работать. Не опускай камеру. Я сказал, мы сюда приехали работать, и купаться мы не собираемся. Людей с ними. Молодец. При этом вода в источниках не горячая, как мы привыкли, а наоборот, ниже 20 градусов. Это очень классно. Она так спасает от этой жары, от этого палящего солнца. Настолько солнце здесь жарит, что разбить яйца вот тут внизу, и сразу будет яичница. В водичку заходишь, прям уходить не хочется из нее. А еще, говорят, вода в этих источниках целебная. Раньше индейцы сюда приходили, окунались в эти источники, и все болячки вот так, фу, и испарялись. Отличное решение. Интересно, если окунуться вместе с болячками, соведущие тоже испаряются или нет? Просто интересный вопрос. Под конец своего уикенда я вернулась в Оахаку, чтобы насладиться бесплатным вечерним представлением на центральной площади. Смотрите, какие крутые у них шапки или короны, я даже не знаю, как это назвать. Мне кажется, она очень тяжелая, но выглядит супер красочно. Смотрите, сколько перьев, каких-то даже зеркал, ленточек. Смотрится эпично. Этот традиционный танец называется «Данза де ла Плума» и символизирует победу сапотеков над своими извечными врагами – ацтеками. Как бы все, пацаны, я спас этот танец, я старался как мог, дальше вы сами. Самое сложное взял на себя. А, Андрюша, да ты ж мой танцор, да ты ж мой кавалер, да и ты мне ж красавец. ничего не мешает, понимаешь? Это прекрасный тост. Как ты? Как твой Я уикенд? хорошо, ты знаешь, у меня все нормально. Сапотеки, все дела, источники горячие. Не горячие, они были холодные, да. Ну классно, мне очень понравилось. У тебя как? А я вот с сапотеками тоже познакомилась. Ну, не лично, с их, скорее, местом обитания, с цивилизацией, с мегаполисом, в котором они жили, который, между прочим, более 2000 лет. Более 2000 лет? Да, 2500 даже Так. тысяч лет. Я не ожидала, что здесь такое количество колорита, интересных людей, интересных традиций. Я тебе могу За рассказать... твоими бы ножками по беговой дорожке бы А я бегаешь, так и Настя. делаю. Я по беговой дорожке так бегаю, что, мама, не горюй. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Ты Давай. узнала? Это же все бывшие ведущие «Орла и решки», Настя. Вот она, Регина, Леся, смотри, Коля Серга. На
На первый взгляд приземистая. Но мне определенно здесь нравится. Но такая величественная. Здесь невероятно красиво. Местами пошарпанная. Ах ты, ёлки-палки. Но очень яркая. Какая прелесть! Оахака — это самая настоящая Мексика. Фантастика, да? Без лишнего лоска, но с открытой душой. Какая она горячая. Прокляла все это. Вы видели? Все, пиши пропало. Какая же дрянь. Тихо. Кто? Бедняков? Бедняков лучше. Ой, ну что ты знаешь? Настенька, моя любимая. Слушай, ты маньяк. Поступлю как со своей бабушкой. Это было просто великолепно. Спасибо.